Как выбрать масло для древесины? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Каждому, кто когда-либо держал в руках кусок дерева и видел в нем не просто материал, а живое воплощение природы, рано или поздно приходится задуматься о его защите. Древесина – это не только тепло, уют и эстетика, но и хрупкость, требующая заботы. А масло для древесины – как броня для рыцаря, как щит для воина. Но как выбрать правильное масло, если на полках магазинов стоят десятки разноцветных банок с загадочными названиями? Как понять, что именно подойдет вашему деревянному покрытию, старинной скамье или свежевыпиленной доске? Этот вопрос может показаться простым, но ответ на него скрывает целый мир тайн, секретов мастерства и удивительных историй. Представьте себе, вы стоите перед деревянным столом, который передавали из поколения в поколение. Он потемнел от времени, потерял блеск, стал шершавым на ощупь. Кажется, что он уже никогда не будет таким, как раньше. Но один человек, воспользовавшись правильным маслом, вернул ему молодость. Стол снова блестит, как будто только что сошел со станка плотника. Это не фокус, а результат знаний, терпения и внимательного подхода. И вы можете повторить этот успех. В мире существует множество типов масел для древесины, и каждая из них уникальна по-своему. Все они отличаются составом, скоростью впитывания, долговечностью защиты и внешним эффектом. Льняное масло – одно из старейших средств для обработки дерева. Его использовали еще наши предки, которые, возможно, не знали ничего о химии, но чувствовали интуитивно, что делают правильно. Это масло образует прочную пленку, питает древесину изнутри и придает ей мягкий матовый блеск. Однако есть и недостаток. Процесс высыхания занимает много времени, иногда до нескольких недель. Если торопиться, можно получить обратный эффект – пятна и неприятный запах. Тунговое масло – настоящий герой южных стран. Оно быстро сохнет, образует водонепроницаемую поверхность и идеально подходит для изделий, которые часто контактируют с водой, например, для разделочных досок или мебели на открытых террасах. В одной истории рассказывается о мастерской, где использовали тунговое масло для отделки детских кроваток. Родители были в восторге. Поверхность оставалась безопасной, экологичной и сохраняла свой вид даже после многократных протираний. Однако, если использовать это масло без должной подготовки дерева, оно может впитаться неравномерно и оставить разводы. Минеральное масло – выбор тех, кто ценит простоту и надежность. Оно не сохнет, остается внутри волокон, делая древесину мягкой и приятной на ощупь. Широко используется в пищевой промышленности для обработки разделочных досок и других поверхностей, контактирующих с продуктами. Но здесь важно помнить – минеральное масло требует регулярного нанесения. Забудете про него на пару месяцев, и древесина начнет терять свои качества. Одна женщина, открывшая свое кафе, выбрала минеральное масло для деревянных столов. Она не знала, что нужно повторять обработку раз в месяц. Через полгода столы стали темнеть и трескаться. Пришлось все перекрашивать. Ошибка, которая могла бы быть легко избежена. Есть также более современные решения, такие как масло с добавками воска или смолы. Они создают защитный слой, устойчивый к царапинам и влаге. Такие составы особенно популярны среди владельцев деревянных полов. Представьте себе квартиру с массивным дубовым паркетом. Хозяева хотят сохранить его первоначальный вид на многие годы. Обработка маслом с воском дает им эту возможность. Поверхность становится прочной, но при этом остается живой, то есть дышащей. Однако такие смеси требуют профессионального нанесения. Если ошибиться с количеством вещества или технологией, можно получить обратный эффект. Паркет станет скользким или потеряет цвет. Интересная история произошла в одном частном доме, где хозяева решили своими силами обработать пол масляно-восковой смесью. Они купили первый попавшийся состав, не читая инструкции, и нанесли его толстым слоем. Результат был плачевным. Пол начал липнуть, собирать пыль и даже пузыриться. Пришлось обращаться к специалистам, которые объяснили, что такое масло наносится тонкими слоями с обязательным просушиванием между ними. После правильной обработки пол стал идеальным. Эта история учит нас быть внимательными и не экономить на информации.
Один из важнейших этапов при выборе масла – определение типа древесины. Не все породы одинаково реагируют на обработку. Например, дуб – плотная и твердая порода, которая отлично впитывает масло и долго его удерживает. Бук, напротив, склонен к растрескиванию, поэтому требует особого подхода. Ясень – красивый и прочный, но он очень чувствителен к влаге. Для таких пород нужны масла с высокой степенью водоотталкивающего эффекта. А вот сосна мягкая и рыхлая, она впитывает масло слишком активно и потому требует дополнительной обработки или использования смесей с замедленным впитыванием. Существует даже такой интересный факт. Древние японские кузнецы использовали масло камелии для обработки своих самурайских мечей. Да-да, именно так. Масло камелии не только защищало деревянные рукояти от растрескивания, но и предотвращало коррозию металлических частей. Это масло обладает антибактериальными свойствами и не окисляется так быстро, как другие. Сегодня его применяют для обработки деревянных музыкальных инструментов, например, гитар. Один музыкант, играющий на старинной акустической гитаре, рассказал, что именно масло камелии помогло ему сохранить ее внешний вид и звучание на протяжении 20 лет. Но как же выбрать масло, если вариантов так много? Начните с анализа того, где и как будет использоваться деревянное изделие. Если это внутренняя мебель, акцент на безопасность и эстетику. Если это уличная беседка, на защиту от влаги и ультрафиолета. Если это детская игрушка, на нетоксичность и долговечность. Также стоит учитывать климатические условия, влажность воздуха, температурные перепады, уровень освещения. Например, в помещениях с повышенной влажностью лучше использовать тонговое масло или составы с воском. В сухих и жарких регионах подойдут льняное масло, которое глубоко питает древесину и предотвращает пересыхание. Не забывайте и о тестировании. Перед нанесением масла обязательно испробуйте его на небольшом участке древесины. Посмотрите, как ведет себя поверхность через несколько часов и дней. Цвет изменился. Поверхность стала равномерной. Нет ли пятен или липкости? Эти наблюдения помогут вам принять правильное решение и избежать дорогостоящих ошибок. Еще один важный момент – подготовка древесины перед нанесением масла. Без качественной шлифовки ни одно масло не даст желаемого результата. Дерево должно быть очищено от грязи, пыли, старого покрытия. Шлифовка проводится несколькими абразивами, от крупного до мелкого, чтобы добиться гладкой поверхности. Иногда требуется даже удаление смоляных карманов или поврежденных участков. Только после этого можно наносить масло. И делать это нужно аккуратно, равномерно, используя мягкую ткань или кисть. Избыток масла – враг красоты. Лучше нанести 2 тонких слоя с просушкой между ними, чем один толстый, который может затвердеть неправильно. Некоторые люди считают, что масло – это универсальное средство, которое подходит ко всем случаям. На самом деле это не так. Например, если вы хотите получить глянцевый эффект, масло не справится. Для этого существуют лаки и полиуретановые покрытия. Если же нужен натуральный, почти невидимый финиш, масло идеально. Главное – понимать границы возможностей каждого средства. В заключение хочется сказать, выбор масла для древесины – это не просто покупка. Это искусство. Это способ выразить свою любовь к природе, к вещам, сделанным своими руками. Это возможность подарить новую жизнь старому предмету, сделать его частью вашего дома, вашей истории. Не бойтесь экспериментировать. Читайте отзывы, пробуйте разные составы, следите за реакцией дерева. И тогда вы сможете создать нечто по-настоящему уникальное. Возьмите в руки кусочек дерева, вдохните его аромат, проведите пальцем по текстуре. Почувствуйте, как оно отзывается на прикосновение. Теперь представьте, как вы обрабатываете его правильным маслом. Как оно впитывается, как преображается поверхность. Это не просто работа, это диалог с природой. Диалог, который может длиться годами, если вы выберете правильный путь. Попробуйте сегодня. Найдите масло, которое подходит вашему дереву. Возьмите в руки кисть, нанесите первый слой. И пусть каждая капля масла станет капелькой вашего внимания, вашего тепла. Потому что дерево живое.
и оно отвечает нам взаимностью, красотой и долговечностью. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.